Так, всем доброго. Вот хочу снять ролик про эволюцию своего резьбо-нарезного инструмента. Это ни в коем случае не похвальба, типа смотрите, что у меня есть. Потому что мои финансы, к сожалению, не позволяют мне купить все, что я хочу в этом вопросе. Но, по крайней мере, я решил свою проблему с резьбо-нарезным инструментом. Я хочу поделиться способом, которым я ее решил. Ну, возможно, кому-то будет интересно. Итак, ну вот смотрите, значит, вот это вот все, это то, с чего, грубо говоря, начиналось. Ну, в разное время это было куплено. Мечка-держатели, плашка-держатели. Ну, плашка-держатель у меня получается вот 45-55. Вот максимум. Вот эта трещотка. Вот это, по-моему, 30. А, нет, 45. Вот силумин. Я даже, по-моему, ни разу не пользовался. Ну, в общем, до какого-то времени вот это вот все меня устраивало. Но потом, как говорил Вадим Галыгин, дерево разрослось, плодов стало больше, а я решил стать детским писателем. Потом меня это все перестало устраивать. И в части так не видно. В части мечаков я вот начал баловаться вот такими штуками. Made in China, естественно. С ними все окей. Они периодически ломаются, но все равно того стоит. То есть это очень экономит время. Даже несмотря на то, что они такие довольно хрупкие, все равно это того стоит. То есть я тоже ими пользуюсь. А вот в части плашек у меня, честно говоря, была засада. Выше 45-й плашки. Ну и этот плашка-держатель, это тоже, и он тот, как говорится, прости Господи. В общем, в итоге, в конце концов, у меня сложилась необходимость, вот прям вот надо и все. И что я придумал? А придумал я, ребята, вот что. Значит, что здесь? Сейчас я поясню. Значит, давайте мухи с котлетками отдельно. Значит, во-первых, я купил набор. Вот таких вот плашкодержателей под шестигранник. И к ним, соответственно, головки. Все какие есть. Вот. Нет смысла перечислять. Кто будет повторять, вы и так их найдете. Вот. В общем, для того, чтобы вороток сделать под 1/2. А вороток вот я придумал вот такой вот. Ну, там он наращивается в любых сочетаниях. Если, значит, ширины плеч будет недостаточно, ну вот, соответственно, 2 трубы. Это вот до 45-й плашки. То есть тут полный комплект, все какие есть. Идем дальше. На Озоне есть мужик, называется магазин, у него, по-моему, так называется, магазин токаря. Или токаря-магазин. И у него там есть плашка-держатели. И вот я у него заказал, получается, 55, 65 и 75 плашку. Потому что вот, допустим, для дюйм с четвертью уже у меня не было никакой возможности плашку туда посадить. Значит, эти плашкодержатели я немножко доработал по своему, так сказать, обыкновению. То есть, что вот я сделал? Я, в частности, вот купил такую вот головку. Она единственная вот на дюйм, ну и, соответственно, вот переходник.
адаптер. Дюйм 1/2. Ну, а дальше, я думаю, никому объяснять не надо. Здесь я немножко еще растачивал, но это нюансы. Тут хочу повторить, вот самый главный подход. То есть вот подход я вот придумал вот такой. Головку. О, видите? По-моему, это на 50 головка. Короче, я тут даже отпилил. Ну, в общем, тут колдовал, но в итоге вот все взлетело. И вот теперь мы имеем вот такую красоту. Можно было, конечно, сюда ручки придумать. Но я пока не вижу смысла. То есть вот это решение, мне кажется, честно хочу сказать, более изящным. Так, ну что, я думаю, что вот здесь я вроде как все пояснил. Это что касается ложкодержателей. Идем дальше. Но еще же есть метчики большего диаметра. Так вот, значит, для метчиков большего диаметра. Ну, какие-то, видите, это я уже, конечно, извращался. Это, по-моему, 3/4. 3/4 к нему подходит, ну, правда, через изоленту, но тем не менее. Это переходник 1/2, 1/2. То есть вот квадрат стандартный, а 1/2. Вот он. И здесь метчик, это суть одно и то же. Это вот просто методом подбора. Идем дальше. Потом, ну, у меня была задачка, тоже мне понадобились метчики большого размера. И я вот начал смотреть, на Озоне нашел 4-гранные головки. Вот они. Вот. Ну, через изоленту, правда, но тем не менее, да, тоже вот под 1/2. То есть подход, то есть вот этот мой подход такой вот, я его в какой-то мере стандартизировал. Он, в общем-то, себя очень неплохо показывает. Еще. Так, ну с этим тоже объяснил. Дальше. Под меньшие мечики я, ну, как бы дальше начал копать. Купил вот такой набор еще. И плюс еще вот такую державку. Здесь в оригинале было 3/8, но тут переходник просто 3/8 на 1/4. В общем, вот так вот я еще разошелся, раздухарился. Значит, для ручного нарезания резьбы я, значит, придумал такой вороток. Вот, да, то есть он, правда, немножко кривоватый, но для ручного, я хочу сказать, это не, как это называется, не критично, не настолько важно. Так, это все, что касается ручного. Все, в принципе, вот все ручное я вот, в общем-то, все объяснил. Теперь еще осталось сказать пару слов насчет станка токарного. Насчет станка поначалу я вот начал вот с этого, с готовых изделий. Это, если честно, это не очень хорошая штука, не очень надежная. Но вот я начал с этого, то есть это, соответственно, зажимается в токарном патроне, ой, в сверлильном патроне, виноват, в заднюю бабку. Ну и вот таким образом как-то там нарезается резьба мечика, такие вот мечикодержатели. Но мне это не очень нравится. Я начал дальше изобретать. Значит, давайте. И изобрел я, ну, вот такой, прости господи, держатель. Выглядит он, честно хочу сказать, не очень. Да, сделал я его
путем порчи прекрасного советского неподвижного центра. Вот там даже этот клеймо. В общем, после 3-кратного отпуска, все, появляется возможность обрабатывать. Очень твердый, так не обрабатывается. Но после 3-кратного отпуска, идет нормально. Значит, здесь я, соответственно, внутри там просверливал отверстие центрующее, соответственно, вот этот вот удлинитель я точно так же обтачивал, и потом вот обваливал. Здесь получилось, первоначально ручку я не планировал, но я столкнулся с тем, что в задней бабке он проворачивается. Как ты его там не вставляю, все равно проворачивается, потому что хвостовики здесь не предусмотрены для задней бабки китайского станка. Вот, в общем, в итоге что получилось? У меня получилось такой вот метчик-плашка-держатель, в зависимости от задачки. В большей части, конечно, я это вижу для правки резьбы, не для нарезания, потому что, конечно, жесткость станка недостаточно для этого. Но для правки вполне. Так, и еще, это вот 1/2. И еще вот 1/4. Вот это уже 3-й вариант. 2 первых варианта я испортил, я пытался их обваривать. И кто будет, если повторять, возможно, у вас более прямые руки, чем у меня, у вас все получится. У меня вот не получилось. То есть в итоге поначалу биения нет, но как только обвариваешь, его изгинает, и все, появляется биение, и дальше просто выбрасываешь. В итоге я здесь просто посадил на посадку вот это вот, да, и вот это держатель для бит вот нужно цельный. Я вот пробовал вот такого рода, чепуха полнейшая. Чепуха полнейшая. Они все кривые. То есть просто имейте в виду, берите цельные. Стоят они недорого, но если будете их повторять, мои эти художества. В общем, в итоге я его сделал на посадку. И потом, соответственно, вот приварил. Сварка, конечно, так себе. Я никак не могу настроить вот на нержавейку. Я сейчас уже допер до того, что надо, конечно, было увеличить ток. Короче, приварил. Все. И еще вот 2 небольших отрезка, как это на станке, применяется. Так, значит, выглядит это примерно так. И, как говорится, далее со всеми остановками. Так, и аналогично нарезание резьбы плашкой. Как говорится, так далее и тому подобное. Так что вот я так галопом по Европам пробежал. Строго, как говорится, не судите. Такой вот у меня подход. По крайней мере, вот сейчас все свелось к стандартным способам удержания. Либо 1/2, либо 1/4. То есть вот таким вот образом я решил свою проблему. Возможно, кому-то это будет полезно. Все, всем удачи.